Более 2000 лет назад древнегреческий философ Аристотель пришел к заключению, что более всего на свете человек желает счастья. Только к счастью мы стремимся ради него самого, а любые другие цели, будь то здоровье, богатство, красота или власть, важны лишь в той мере, в которой мы ждем, что они сделают нас счастливыми. С тех пор многое изменилось. Мы накопили много знаний, произвели технический прогресс значительный. Уровень благосостояния вырос впечатляюще. И все же, в вопросах счастья многое не изменилось с тех пор. Мы не лучше, чем Аристотель, знаем, что такое счастье, а в вопросах его достижения мы не продвинулись и вовсе. Пока вы ждете, что счастье придет само собой, за последние несколько десятилетий психологи значительно продвинулись в этом вопросе. Было написано куча литературы. И я, перекопав эту гору книг, 3 книги, выделил для вас 5 атрибутов счастливого человека. Это не руководство по саморазвитию, и данные знания сами собой не сделают вас счастливыми. Однако прислушайтесь. Я уверен, что одно из данных правил может сделать счастливым именно вас. Первое – это чувство контроля. Уверенность в том, что я не могу ни на что повлиять, и от моих действий ничего не зависит, ведет к угнетенности и подавленности, отбирает само желание жить. Почему стресс лишает сил одних людей и придает сил другим? Что объединяет людей, выживших в тяжелых жизненных условиях, полярников, затерянных в Арктике, узников тюрем и концлагерей? Таких людей объединяет безоговорочная вера в то, что их судьба находится в их руках. Они не сомневаются в том, что у них достаточно ресурсов, чтобы самостоятельно решить свою участь. Здесь важно помнить, не стоит пытаться контролировать то, что я не в силах контролировать. В любых обстоятельствах не настаивайте на первостепенности важности своих целей и намерений. Выстраивайте свои цели так, чтобы вписываться в существующие обстоятельства. Ощутите себя частью происходящего вокруг. Способность подчинить свои цели чему-то большему и играть не по тем правилам, которые хотелось бы установить, свойственно именно сильным людям. Номер 2. Оптимизм. Для пессимистов характерна прежде всего убежденность в том, что их вечно будут сопровождать неудачи, которые загубят все, за что бы они ни взялись. Что в своих бедах виноваты они сами, как результат они легче сдаются и быстрее опускают руки, чаще впадают в депрессию. Оптимисты, в свою очередь, легче переносят жизненные неурядицы, спокойно относятся к неудачам, которые, по их мнению, носят временный характер. Неприятности и неудачи не способны сломить их и выбить из колеи. Любая проблемная ситуация представляет для них испытание, через которое они проходят, собрав все свои силы. Оптимисты чаще добиваются успеха в учебе, на работе, в спорте. При приеме на работу на конкурсной основе предпочтение чаще отдается оптимистам, нежели пессимистам. Кроме того, их отличает крепкое здоровье. Номер 3. Жизнь для других. Нет никаких сомнений, что мы существа социальные. Вы можете считаться частью дружной компании или семьи, в той степени, в которой вкладываете психическую энергию в общие с другими людьми цели. Таким же образом вы можете разделить стремление общины, этнической группы. Деятельность, не касающаяся личного благополучия, может быть самым сложным и самым приятным видом деятельности. Так как общественная деятельность является более сложной, таким образом способствует усложнению личности, занимающейся ею. Поставьте задачу реализовать свои цели, помогая окружающим людям добиться того, чего хотят они. Жить ради других может быть нелегко. Такой подход требует больше сил и больше времени, нежели попытки добиться своего напрямую, игнорируя интересы других. Но в долговременной перспективе такой путь является выигрышным. 4. Жизнь для себя. Вопрос состоит в том, что полностью социализированная личность стремится именно к тому, чего желает от нее общество, которое желает сделать нас зависимыми от социальной системы и использовать нашу энергию в собственных интересах. Несомненно, для того, чтобы выжить в современном обществе, человеку необходимо работать ради внешней цели и откладывать вознаграждение на потом. Однако это вовсе не значит, что ты обязан превращаться в марионетку, целиком управляемую обществом. Решение данной проблемы состоит в том, чтобы постепенно освободиться от вознаграждений, предлагаемых социумом, перестать стремиться к ним и заменить их удовольствиями, которые находятся в нашей собственной власти. Это не значит, что нам следует отвергнуть все предлагаемые социумом цели. Достаточно выстроить собственную систему целей, способную дополнить или заменить ту, которой социум пытается подкупить нас. Если вы научитесь наслаждаться и видеть смысл в жизни самой по себе, в ее процессе, социум уже не сможет управлять вами. Номер 5. Умение любить.
Все мы хотим быть любимыми и любить. В то же время трудно сказать, приносит ли любовь больше радости или страданий. В головах людей есть установка, что нет ничего проще, чем любить. Она представляет собой наиболее широко распространенную концепцию любви, несмотря на всю очевидность обратного. Едва ли найдется какой-нибудь другой род деятельности, такое начинание, за которое принимаются с такими ослепительными надеждами и которое при этом столь же неуклонно проваливается. Если бы речь шла о любой другой деятельности, люди стремились бы во что бы то ни стало выяснить причины неудач и стремились бы их избежать, или просто перестали бы этим заниматься. А поскольку в случае любви последнее невозможно, здесь остается только один приемлемый способ избежать неудачи. Это исследовать ее причины и заняться изучением самой сути любви. Друзья, если вас заинтересовали вышеперечисленные навыки и показались вам важными, начните над ними работать. В первую очередь читайте книги, слушайте семинары, затем применяйте в своей жизни. Одного лишь знания своих недостатков недостаточно. Всем счастья!